Скажите, пожалуйста, как вам удается вот за столь короткий срок обучить людей музыке? Прямо скажем, делу нелегкому. Самое главное, очевидно, русский талант. Талант русского человека. Если Это уточнить. вполне серьезно. Представьте, люди очень способные приходят. Очень способные ребята, вот прямо с пересыльного пункта, зачастую и без образования. Вот в этом составе, который сейчас работает, только один человек имеет музыкальное образование, 3 курса училища. Ребята очень хотят играть. И очень в наше неспокойное время стараются передать то, чему успевают научиться людям. За вас за плечами еще консерватория. И вот отдаленные гарнизоны, как-то это стыкуется? Как вот? Вы не жалеете? Да нет, конечно. Мне очень приятно, что я служу, в смысле, что я могу как-то передать то, чему меня научили. Ну и не только, что значит консерватория. Самое главное, что я нужен людям здесь, может быть, нужнее, чем где-то в большом городе. Потому что в большом городе там и без меня хватает специалистов, театры, филармонии, концертные выступления какие-то. А здесь мы сами себе артисты, сами выступаем друг перед другом. И сами и артисты, сами и слушатели. Ну, и я в какой-то степени полезен людям. Приготовьтесь. Давайте, второй куплет, пожалуйста. Он живой, он смеется, и так хочет долго жить. Эти кадры в особом комментарии не нуждаются. А вот дополнительная информация вполне уместна. В течение последних 2 лет коллективы художественной самодеятельности Гарнизонного дома офицеров на всех смотрах народных талантов занимают призовые места. Как вам здесь живется? Я считаю, что для жен офицеров живется нам неплохо. Мы, так сказать, наш долг присутствовать рядом с мужьями, ждать их со службы. Кому удается устроиться на работу, те работают. Кому не удается, значит, ждут их дома. Я могу сказать за то, что у нас, в общем-то, с мужем не столь долгая служба. Мы служили только на Камчатке, и здесь, в общем-то, я могу сравнивать только поэтому. И по сравнению с Камчаткой первое время у меня был очень сильный шок. Город, здесь деревня, нигде ничего. Я очень долго плакала, но теперь меня... Долго-то как, Элла? Ой, я не знаю, я, в общем, где-то месяца 4, я ему каждый день говорила: увези меня обратно на Камчатку, не хочу я здесь больше жить. Но теперь, вот мы здесь служим почти 3 года, я, в общем-то, теперь никуда не хочу отсюда уезжать. Может быть, даже потому, что здесь намного дружнее. Семьи сами между собой, люди намного приветливее, намного дружнее, чем в большом городе. В большом городе есть куда пойти, есть куда сходить в гости, там кино, театр и так далее. У нас здесь, в общем-то, будем говорить честно, это все ограничено. Но вот наша вот самодеятельность, наши вот концерты, которые у нас проходят каждому празднику здесь, и народ идет с таким удовольствием смотреть не профессионалов, а нас, самодеятельных артистов. И наши вечера досуга для офицеров, для семей офицеров у нас на каждый вечер, в общем-то, я считаю, это великим плюсом. Это огромный плюс по сравнению с большими городами. В большом городе этого нет. Судя по всему, я так поняла, что вы не жалеете, что стали женами офицеров. Так? Нет, нисколько. Нет. Пожалуйста, девочки. Ну, я тоже присоединяюсь к женщинам нашим. В принципе, я не жена офицера, а дочь военнослужащего. Ну, так постоянно по гарнизону, в принципе, приличный гарнизон, нормальный. И жизнь такая веселая вроде, не скучно. Вы сами себе, как говорится... Мы сами себе создаем веселье, в общем-то. Я считаю, что по сравнению вот с другими гарнизонами у нас как-то это поставлено более на высшем уровне. Первое спасибо надо сказать нашему командованию. То есть люди в этом заинтересованы, да. Во-первых, мы живем на краю нашей необъятной Родины, и нам, как никому, надо держаться друг за друга. И в нашем тесном маленьком коллективе многим надо самоутверждаться, многим надо показать свое лицо, потому что здесь мы друг для друга организуем наши вечера, и отдых, и досуг, и так далее. То есть здесь, как никогда, человеку есть возможность проявить себя и тем самым заслужить определенный авторитет в нашем коллективе небольшом.
чудой.